Recording in progress. Моя цель сегодняшнего сеанса — это освободить мою душу от детских травм, вернуть смелость, любовь к миру, э, безупречную память, ясное зрение, сознание, восприятие, целостность души и тела, моего сознания, чтобы я осознавал себя целостным, счастливым. э, Мои цели, которые я загадываю в жизни, чтобы прокладывал свой путь с радостью, любовью и гармонией, достигал своих э, счастливых задач, моих любимых каких-то дел, найти вот этот смысл сердечный в этой жизни. Из аспектов, ну, звон в ушах еще есть. Хочу найти корень этой причины, в чем он еще есть. Это связано еще с памятью. Я думаю, одно и то же причина. И такой еще вещь, аспект. Я вычитал, что японские врачи нашли ген, который блокирует рост новых зубов. Если останется время, давай интересно посмотрим, есть ли такая вещь, которая именно обрубает нам рост новых зубиков. Почему, если останется время? Давай выделим специально времени. Давай выделим, давай А что ты сделаем. хочешь с этими детскими травмами сделать? Что они тебе мешают? Я хочу, чтобы у меня было счастливое детство, чтобы не было этих болезней, чтобы остатков этого состояния, этих ощущений все полностью вычистить, Мгм. чтобы появилась вот эта уверенность и смелость, чтобы я мог спокойно против всяких злых людей быть на уровне, не вовлекаться, но вести себя достойно. Страх убрать. Страх, чтобы смелость мог вершить свою судьбу, свою жизнь. То есть ты хочешь сказать, что где-то там в детстве страх Да, зародился? да, страх смерти какой-то такой. Мы чистили уже аборт, чистили пуповину вокруг шеи. Там были еще прививки в детстве. Ну и, скорее всего, что-то с матерью, потому что ее аборт и, ну, сознание на тот момент девичье. А отец не дал нормального воспитания. Тоже пьяницей был иногда. Вот один случай могу взять как аспект. Один раз он пришел пьяным, и я ощутил страх его, потому что не понимал, кто передо мной и как мне себя вести. А, В этот момент я хочу как бы себя поддержать, показать, что и что, и как бы направить себя на правильное восприятие этой ситуации, передать отцу всю информацию, высказать ему мою любовь и мои упреки, что мне это не нравится. Сколько тебе Так, лет было тогда? я предполагаю, это лет 17. Я предполагаю, так как у меня память не очень, но становится лучше и лучше, сказать точно сейчас не могу. Мгм. Бабушка меня воспитывала в самом таком детстве. Мама заканчивала музыкальную школу, поэтому я с ней ходил.
приехали на Черное море, где мне стало лучше, так как там в больницах я лежал, и врачи ничего не могли сделать, под капельницами лежал, то это посоветовали сюда переехать. И здесь мне стало лучше на Черноморском побережье. Так что какой-то вот почему я это допустил, почему я принял такие генные болячки, я Ну, хочу давай отменить. посмотрим, как это работает, потому что, смотри, в психологии написано, что мы М, не можем изменить прошлого, но мы можем изменить будущее. А я думаю, что мы можем изменить прошлое. Я тебе расскажу случай, когда я, например, э, имела свой первый сеанс, то когда колледжер рассказал, посмотри, что изменилось, когда у тебя была авария. А я вот так вот вижу, а ничего не было? Машина-то разбитая осталась. Или мы тогда попадаем в какую-то параллельную реальность? Не, в эфирном Где- пространстве мы меняем. В эфирном, конечно. А когда мы поменяем в эфирном, ну, на физике машина как бы разбитая и осталась. В памяти я же помню, что это было, значит, это где-то есть. То есть, но когда был расторгнут контракт, контракта уже нету. То есть это ситуация, это авария, которая была вызвана именно вот этим контрактом, то То есть этого уже нету. соглашение аннулировано. Да, то есть эта ситуация по этому соглашению как раз аннулирована. Да. Насколько мы вот, когда впервые здесь оказались на Земле, насколько у нас было сознание и целостность нашей душой, насколько потенциал наш был высок, наша творческая, чем мы занимались. И то сейчас физическое тело, которое мы имеем, оно намного слабее, намного менее передает а, тот инструмент души. Ну, можно сказать, тело как инструмент души, так ведь? Наша, наш храм, как его называют, да? Храм души, тело. О, храм души, да, то есть, ну, это как продолжение Мгм. души. Одно без другого никак не бывает. Да, и мы это, стремимся к совершенствованию этого храма. Да, мы его отстраиваем как-то, и люди, по идее, из поколения в поколение его улучшают и улучшают. Или То есть, ухудшают и или ухудшают. ухудшают, да. Это не факт. И как Когда нам вот... человек очищается от контрактов, вот тогда он улучшает свой храм. М, Когда человек научился различать добро и зло в этом воплощении, то в следующем он приходит телепатом, который на энергетическом уровне, на самом тонком, умеет различать. А если он в этом а, воплощении не научился отстаивать свои границы, различать добро и зло, разлучать, ну, различать эти манипуляции, то пардоньте. Да, и как-то у нас интересно, что эти как-то воплощения последние в каком-то периоде. Почему? М? Какой-то перед судом Божьим, да? Как там говорится. Ну, суд Божий– это мы сами себе, что позволяем, то имеем. Многие клиенты уже давным-давно все проработали, но все же держатся за старые паттерны. Да, я тоже ощущаю, что как большинство я уже все убрал.
переехать на новые рельсы, убрать этот остаточный саботаж, который остался. У нас память этой жизни э, как-то это направляет нас, поэтому надо от этого полностью Ну все, пошли. как бы отодвинуть, да, Да, и новую жизнь строить. точно. Вот и хочется. Уже начать не строить ее, а Да, уже жить. да, Жизнь не да. начнется завтра, она уже идет сегодня. Вот, точно. Виктория, ты готова? Один, Да, два, три. Хорошо. Я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? да, Что ты сейчас видишь? что-то вижу. М, ну, хорошо. Тогда отсоединись от всех и всего, поднимайся повыше. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Да, вот я тебя и видела, и вижу. Вижу, что идет подключка, укол сюда в плечо, и идет подключка в сектор магии. И там кто-то вот так говорит, Мгм. как будто бы зубов нет или что-то такое. Мгм. Так. Такая рожа смешная, черная. Мгм. Кто-то еще? Нет, больше ничего. Только это. Мгм. Хорошо, Виктория. Считай мое эфирное ДНК, я ли это? Да, ты. Спроси у меня разрешение потрудиться со мной для меня. Ты разрешаешь. Мгм. Да, посмотрим, кто там в секторе магии находится. Я ему приказываю проявить согласно физической ДНК. Какой-то дедушка с палочкой Мгм. опирается на палку, Так, кто он такой? а палка берет, как будто бы листики раздвигает. Ну, как грибы ищут, знаешь? Угу. Сейчас я спрошу, кто он. Что-то он уменьшается, когда я смотрю. Куда-то Так, убежал, исчез. Так, так, исчез. приказываю. Уменьшился, уменьшился и исчез. Подключка пошла напрямую. Сейчас я его давай вернусь обратно, заморожу, рассмотрю, что это такое. Угу. Вернись, Виктория, обратно. Да, Угу. Заморозь его. вижу в Так. секторе магии, когда я этого Угу. вернула назад, то я вижу, операция идет. Операция. Живот открыт. Ага. Так. Кто-то Кто, лежит. кто там на операционном столе, считая эфирная ДНК, кто на операционном столе?
вижу, в живот вкладывают такие подключки, как шнурки. Сейчас я посмотрю, кто это. Мгм. Опять куда-то исчезла. Мгм. Странно. Давай почистим пространство, очистим от иллюзии, от всех блоков. Да. На счет три это произойдет. Один, два, три. Так, вернись к этой операции, где вкладывали подключки в живот. Но я вижу, что там а, такие, как сущности, Мгм. считываются животные страхи. Это метафора. И я вижу, что такие вот сущности с такими, как ноги, такие большие, как лапти, так тьфу-тьфу. Штук 4 или 5 их, может, больше вокруг стоят. А этот человек, Мгм. а, я вижу, что, ну, это, как говорят, знаешь, эзотерики, эфирная операция, которая на самом деле рассказывает о событии, что произошло на эфирном плане, что поменялось. То есть резкая переключка, перезапись, как бы переключение нервной системы. Мгм. Я вижу тебя подростком, вот как ты говоришь, там 16-17 лет. Я вижу, что отец пришел пьяный, а ты его не узнал, потому что ты считал эту сущность, которую он приволок за собой. Мгм. Он такой огромный, вот эта сущность, и как будто бы ломится в двери. А ты пытаешься дверь как бы держать, Мгм. а не пускать. Сейчас я спрошу, что я Э, слышу, считывается животный страх. Сейчас я зайду в эту ситуацию в эфирном пространстве. Я вижу, Мгм. что хочется, ну, вот этот страх энергии спрятаться, замереть. Мгм. И это символизирует вот это замирание. Это именно операция. Во время этого замирания происходит замедление. Я слышу жизненных процессов внутри живота. Так. И я вижу, что происходят подключки, как будто бы я вижу живот открытый и как бы под ребрами, знаешь, вот так вот Мгм. это. Внутренние Брю органы, ну, брюшина. почему-то органов я не вижу, я вижу просто вот этот свод под ребрами. Ага. Вот, и именно где печень, там черная энергия, и там пошли такие подключки. И также вот так я слышу в нервный центр, то есть это как бы вот этот блуждающий нерв, Мгм. который через, то есть пошло, я слышу заражение блуждающего нерва. Вот пошло оно так на правую сторону. Блуждающий нерв и вот так как печень. А Так. Да. этот Мгм. дедушка, который так говорит, он считывается как Приходько. Что это обозначает, Приходько? Он показывает, что он в этот момент зашел в квартиру, и там была такая вешалка, где шапки, ну, как Мгм. прихожая, и он
эту свою, как такой капелюх, как оно, шапка, не шапка, ну, с полями это, А, ну, понятно. положил туда. Мгм. Я вижу, что он раздувается. У него такие башмаки. Он поставил их возле прихожей. Пошел, сел, а, как в зале. Пошел, сел. Мгм. А, я сейчас спрошу, кто он. А отца как звали твоего? Николай. Сейчас спрошу, кто это. Это пришел. А Николай а, что-то там буянит. А это кто-то Мгм. другой. Вместе с ним пришел. А, считывается собутыльник. Он пришел. То есть это энергетический, Сущность. э, Или да, душа это чья-то. Подселенец, что такое? подселенец, да, Мгм. подселенец, собутыльник. А сейчас я спрошу, кто он. Да, он показывает, что он когда пришел, он сел и такую черную бутылку положил на пол возле себя, вот так вот опустился и говорит, да, я Григорий. А, не тот ли Григорий, который баламутил нам это все? Помнишь когда-то? Григорий. Ну, типа у Ирины Шук там муж был Григорий, и что-то а, это тоже с этим именем было связано. А, это типа, да, с сыном. Мгм. Да, 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 да. Да, вот она и говорит. И опять берет эту бутылку якобы и пьет эту водку. Говорит, что пьет и не может напиться. А я его спрашиваю, не он ли пытается тут воплотиться? Он говорит, что он друг твоего отца. Мгм. И я сейчас посмотрю. Вот я вижу, они сидят. Твой отец играл в домино? Скорее всего, это не домино, а нарды. Что такое? Да, 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 сидят, что-то играют на улице. Раз, два, три или четыре мужчины. А этот завис над ними, смотрит. Вот три мужчины вижу, три. Мгм. А этот вот Григорий завис, так завис. Я сейчас спрошу, что он. Все сидят, а он висит. Мгм. А он так, так меня же нет. Говорит, я ушел из жизни. И я его спрашиваю, и как он ушел из жизни? М, м. Он говорит, эти суки распотрошили меня. Показывает морг. Вот оно что, открытый живот. И нет Мгм. органов. Понял? Да. Печень черная, от водки сгоревшая. Ну, понятно все. Отец там вроде на такси работал, и, по-моему, на скорой помощи он тоже работал. Ну, подцепил какого-то Мгм. Григория. Что-то такое Сейчас я припомню. спрашиваю у него что-то, Что он как он делает? проник в твое пространство. А он говорит, так, а вот отец его напугал. Я вижу в тот момент, когда ты захотел спрятаться, я, ну, как бы потерял контроль над собой, то есть вот так вот сжался. Мгм. Вот, он как будто бы вот сюда, через руку почему-то зашел, как укол. То ли отец тебя толкнул сюда в руку, то ли что-то. Не помнишь такого? Не помню. А А? через левую, через правую руку? Через правую. М. Ну, может, проходил через двери.
Там узкий проход был в коридоре. Ну, Ну, что-то, возможно. да, вот как будто бы удар. Но я не вижу, чтобы это отец ударил, но вот так как будто бы Мгм. такой вот. Вот. А он на этот Так. сел и говорит на диванчике: ну, я тут поживу. Так осмотрелся, лег на диван, как будто бы. Так. Мгм. И что А он где эта делает? квартира? Что это было? В этой квартире, где ты живешь, или в другой какой-то? Нет, это другая квартира. Ну, в этом же поселке. Сейчас я Сейчас. спрошу, этот Приходько, приходит ли к тебе? Си. У тебя с ним как бы подключка. Он показывает, что он там ходит, грибы собирает. Вот. Сейчас я спрошу, а что он делает В в твоем моем пространстве. пространстве? Мгм. Ну, он показывает, вот холодильник открывает. У него всюду мерещатся у него как будто бы эта бутылка с водкой с собой постоянно. Он куда посмотрит, там бутылка с водкой такая черная. Мгм. И он открывает холодильник, и там эта бутылка. Он берет ее и выпивает. Это его привязка к той же Мгм. бутылке. Вот. Потом он садится на диванчик, попробовал, как оно там, мягкий, не мягкий. Руку опускает, эта же бутылка там. Мгм. Вот. Таких домовыми и называют, наверное, да, Виктория? Шалят по дому. Да, Мгм. я сейчас спрошу, а, знает ли он, что он умер. А он говорит, да, меня нет. И так вот себя трогает. Мгм. А твою Так. маму Лариса зовут? Лена. Елена. Елена. О, Мгм. Лена. Он говорит, Лена. Говорит, что у тебя красивая мама. Мгм. Говорит, что он захаживает там к ней. Понятно. Так, хорошо, Виктория, вернись, наверное, ко мне, спроси у меня. Вижу я этот случай, что он проник в мое пространство. Ты говоришь вот так вот. Я вспомнил об отце, вспомнил о моем животе, говоришь. Да, отец тебя толкнул, вот так вот, как бы оттолкнул, типа, дай пройти, Мгм. так оттолкнул. Вот. М, В Так. этот момент, да, Мгм. произошло это подключение. Так, хорошо. Вот этому подселенцу я передаю информацию, что он находится в чужом пространстве, и по законам это наказуемо. Если хочет, он может выйти из моего пространства, отправляется туда, куда отдыхают души, и забрать все его... Не-не-не-не-не, не если он хочет. Ну Если да. он хочет, то он Если может он хочет, подняться он может, да. куда А если хочет. А ну нет, давай посмотрим, куда он да. хочет. Ну, Я его сейчас спрошу, куда он хочет пойти. То есть, а он обязан уйти, как... да. Ну, сделаем вот Это... эту практику. Ты посчитаешь, приготовишься, и вот Мгм. а он вот так вот показывает и сидит как будто бы в баре и обращается к этому бармену. Мгм. То есть у него уже... Я ему говорю, чтобы он сейчас просканировал, где это пространство находится, что это его иллюзии. Но он может, если хочет, подняться в пространство, где отдыхают души, его род, где его ждут.
Я его стукнула, потому что он грубиянит, а я вот говорю, не грубиянь. Мгм. Я ему передаю, что это у него нет никакой бутылки. Пусть он посмотрит, что это трафарет. Мгм. И я с ним ругаюсь, я ему говорю, ты сдох как скотина. Тебе разрезали, распотрошили, и ты еще людей обвиняешь. Я говорю, ну ты можешь все изменить, если хочешь. И я вижу, вот он встает, как это было, он с этого морга, душа его вылетает, как-то поднимается вверх такое там окно. Вот. М. Так это прямо в больнице там и произошло. Я Мгм. вижу, он так вылетает на улицу, а там эти мужчины сидят, играют в В нарды. нарды. Мгм. Вот. Я ему передаю, что он может вспомнить о своем роде, о своих родителях, о дедушке, о бабушке, о его светлой душе, откуда она. Он говорит, что он грибник и хочет как бы грибы собирать. И в этот момент я вижу, как открывается портал. Мгм. Но я говорю ему, чтобы он готовился, чтобы уйти навсегда от тебя в пространство, где он выбирает быть. Я ему предлагаю в светлое пространство, Мгм. где живые души находятся. Ты тоже готовься на счет три. Я приготовлюсь, посчитаю на счет три. А, Он с его энергиями всеми выйдет из моего пространства, полностью закрою с ним связи. Он идет туда, куда он хочет. А я восстановлю все мои энергии и закрою доступ. На счет три это все произойдет. Один, два, три. Я вижу, как он, ты вот это говорил, а он в такую авоську, в сетку такую, положил что-то завернутое в газетку и эту бутылку. Собирается, обувает свои эти ботинки, шапку одевает, берет эту трость. Он иногда ее оставлял возле двери. Я Мгм. ему передаю, чтобы он все забирал, все, что ему принадлежит. И такой ветер так прямо уходит, и так, как хлопнулась дверь. Мгм. Вот. А ты сейчас очищай все твое пространство в тот момент. Я вижу, как меняется ситуация. Я вижу, как ты сидишь. а, В уголке такой стол стоит. Ты не выходишь навстречу отцу. Ты сидишь там и спрашиваешь: па, это ты пришел? Вот. И Мгм. я вижу, как этот демон пьянства и этот Григорий, они как бы остались за дверью, а отец приходит так нормально. Пришел там а, По-тихому. по-тихому, нормально, да-да. Мгм. Все. Я Хорошо. передаю тебе, чтобы ты этот укол убирал. Убираю все воздействия, Да, выталкивай из себя. Наполняйся выталкиваю. собственным светом и очисть сейчас ту квартиру, где это произошло, свою квартиру, все твое пространство, все, что касается тебя, твоей личности, все, что касается твоей руки. Нет, чему касается твоя рука и разум, очищай все, наполняй собственным светом, гармонией, чистотой. И вижу, как это... Он, наверное, вот так вот говорил, Мгм. как-то вот так, шух, оно все исчезло. Очищаю все, Мгм. что касается моего разума, моей руки, моего пути, квартиры.
Также передаю информацию отцу, матери, чтобы они тоже очищали их пространство. Мгм. Хорошо, Виктория, вернись сейчас ко мне. Да. Я Поднимаемся. проверила Да. квартиру. Там Мгм. все застелено, все так чистенько, ничего нету. Отлично. Считывается точно, ничего не было. Все отлично. Мгм. Хорошо, Виктория. Э, Вернись к моему эфирному телу. Да. Посмотри, в моей системе причины звона в голове, сосудистой болезни. В чем корень проблемы? Что-то видно? Сейчас я М. рассматриваю. Я вижу, А, что там, где гланда левая, а, там какие-то, ну, метафора какая-то идет. Сейчас будем разгадывать, что это. Как будто бы такое уплотнение, где, где гланда левая. А оттуда такие, как клавиши идут в направлении уха левого. И такие руки, как молоточком, и тын-дын-дын, делают такие движения, создают шумовые помехи. И тянется это в сектор магии. м. В секторе магии приказываю проявить согласно физической ДНК. Я вижу, что ты лежишь в больнице. Было такое, да? Да, и в детстве, и потом, и школьные годы. Мгм. Ну, это такой не сильно ребенок уже. Такой смешноватый ты был, Хм. да? Да. М. 6 класс где-то, вот так вот. М. Было такое? Скорее всего. Сейчас не помню. Ну, вот я вижу, что идет, что это 6 класс, что ты лежишь, как будто бы металлическая кровать. Ну, и ты так вот, как я вот это сижу, Мгм. вот как-то так на кровати, ну, полусидишь, полулежишь. Подходит доктор. Так. Что-то говорит с тобой. Считывается как внушение. М. Весь этот доктор, как будто бы энергия такая, как медуза. Считывается внушение, манипуляция разумом. И когда он говорит, то в эфирном плане как будто бы переворачивает тебя а, и обращает внимание на спину. То есть я обращаю внимание, что как будто бы какой-то черный треугольник на спине появляется. Он тебя слушает фонендоскопом. Вот оно что. А с чем ты лежал в больнице? Может, отравление, скорее всего. Либо нервологическое, либо с Мгм. желудком. Ну, я вижу, что он тебя как бы сначала рот открой, потом послушал. Мгм. Вот. Так. Что Так, это и что? за клавиши эти? Какое отношение к Мгм. клавишам? Мгм. Ну, вот я вижу, что это как будто бы ангина и вот такое, как клей там. Чин, чин. А, М.
Так, а кто хозяин этих клавиш и кто в эфирном пространстве хозяин? Приказываю проявиться. В секторе магии какие-то как штучки, как жучки лазят. Считывается инфекция. Мгм. И именно вот там, где эти связка уха с горлом, Мгм. Хорошо, спроси Викторию, у меня вижу ли я этих жучков, эти ихние воздействия. я вижу, что ты их берешь и как будто бы взвешиваешь на весах. И как будто бы ты определяешь их волновое звучание. Тебе говорю, что ты можешь их определить. Мгм. И я вижу, как в этот момент, то есть вот эта программа, которая была, как от этого Григория, как разрезанный живот, я вижу, М. что это просто с тебя как будто бы выходит. Но не то, что из себя, а эфирное пространство, оно не как тело, оно по-другому. То есть оно, ну как, вот если предположить, что вот это какой-то стержень, это ты внутри, ну, то Мгм. это вот где-то вот так вот. А, Так. Считывается волновое звучание. Григорий, а чё ты не отдал ему его энергии, вот эту программу? Полость считывается. Я передаю тебе, чтобы ты сейчас определил все чужеродные энергии и просто переформатировал их в здоровье, целостность, красоту. Мгм. Слушай, а ты не делал эти такие трубочки продаются и поджигаешь их, и они очищают вот эти все проходы? Нет. Хорошо. Надо сделать. Так. Передай мне, чтобы я просканировал полностью мое эфирное тело на предмет этих чужеродных вибраций, этих имплантов, этих источников чужеродных волн. Ну вот оно, смотри, Мгм. вижу, что это программа, которая считывается как полость. То есть вот этот твой страх, он как будто был связан и с страхом этого алкоголика, который привязался. Мгм. И как я говорила, что пошло по блуждающему нерву. Так вот оно идет как будто бы в левую сторону, где горло и ухо по этим путям пошло. Так. То есть сейчас хочу с этим сделать. Я Ну, я а, вижу, что это. ты вот так вот это самое, как будто бы, знаешь, прыгают, чтобы вода вышла из уха. Ага, И я вижу, что ты вытаскиваешь такой вот имплант. Ну, как этот Шрек вытаскивал такие серные пробки. ага. Вытащил такой имплант, взял его, как будто бы разрезал, ну так чих-чих-чих порезал, как морковку, и берешь один из этих слайсов и как бы изучаешь эфирное ДНК. Сейчас его тоже Мгм. считаю. Оно считывается как страх потери себя. И я тебя спрашиваю, на чем это оно держится, когда впервые появился этот страх потери себя? Мгм. Эм, ну, если честно, то я тебе скажу, что это выглядит как такие страхи, ни на чем не основанные фактически, нехватка просто воли, проявленной на физике.
Неуверенность какая-то. Неуверенность, да, да, потому что это, ну, как-то смешно выглядит в секторе магии, как будто бы маленький ребеночек в ползуночках стоит на краю пропасти и боится упасть. Сейчас я поговорю с этим ребеночком, но почему-то у Мгм. него платочек одет на голову, как у девочки. Беленький, с синими цветочками. Ушко болит левое, Мгм. маленький ребеночек. И я тебя спрашиваю, почему у тебя ушко болит? Там вата мама положила так вот на ушко. А, Ты говоришь, а у тебя есть брат? Мой братец Младше. ушел. Есть? Да, на Насколько 10 лет младше? младше. А ты говоришь, ты маленький, и ты говоришь, мой братец ушел, а сам ты М, маленький. Странненько. Да, я сейчас прошу, Что посмотрю, это? куда ушел. Мгм. Что это за братец? Говорит, за грибами пошел братец. Я говорю, за какими грибами? А, ну, какая-то белиберда, если по мне. М, Просто какая-то Какая-то белиберда. сказочка. Какие-то, да, какая-то белиберда полная. То есть я передаю тебе, ага, вижу. То есть это, знаешь, как программы считываются диффузные, потери себя. Мгм. Вот. Я тебе передаю, чтобы ты нашел в себе опору и стержень, истину. Где оно? Да. Себя, мое высшее я, мою душу, мою целостность. Вот ты как будто бы над головой у тебя это было, знаешь, как седьмая чакра. Мгм. Но как-то ты так ее раз и как бы себе сюда, в сердце, и говоришь, я сам свой. Я тебе передаю, видишь ли ты эту, она считывается империя. Вот такая программа, которая буквально как закрывает, такая энергетическая система, вязкая такая. Это как пульт управления. Мгм. Я тебе спрашиваю, видишь ли ты эту, это, Мгм. Это энергия. Мгм. это энергия, что Да. ты можешь Ага. сейчас зайти в тот момент, когда ты впервые боялся потерять себя, потому что ты себя не потерял, наоборот, себя нашел. Посмотри, какой ты сильный сам у себя, истину свою нашел, свою опору нашел, сам у себя опора, отец и мать, который можешь сам себе дать полноценность, гармонию, счастье. Мгм. Где эта зацепка, когда я впервые впустил эту неуверенность, этот страх, этот пульт. Но какая-то вся фигня такая. То есть не конкретного, то есть это как считывается заблуждение. Ну, Мгм. это как блуждение в мыслях, да? Я тебе передаю, что Очищаю это твои иллюзии. энергии, Ага. твои иллюзии. Очищаю иллюзии, Они, гармонизирую, они тебе возвращаю больше не память. нужны. Мгм. Структурирую память, возвращаю целостность, выталкивая все эти энергии, этих жучков, этих пульт управления, все чужеродное, выталкивая из моего пространства и возвращая то, что я отдал за них. Всю мою энергию возвращаем, мою уверенность, а чужеродное выталкиваем. Ты поднимаешься вверх, как будто бы сел, снимаешь сапоги, как от этого.
выбрасываешь их, высыпаешь с этих сапогов, как будто бы листья такие с лесу, перетертые под ногами в этих ботинках. И говоришь, что главное, что ты отсоединился от Гриши. Мгм. Я тебе Ч- передаю, чтобы ты отсоединился от всех и всего, от всех чужеродных энергий, чтобы ты сонастроился своей истинной божественной душой, своим истинным ДНК. Вот. И в этот момент вижу, что вот как будто бы с левой стороны вот это, что было такое, как будто... И вот эта энергия этого дедушки, что так когда говорил, Мгм. странно как-то, тоже уходит. Очищай все твое пространство, удаляй все чужеродные энергии, восстанавливай Мгм. свою собственность, истину, гармонию, процветание. Да, восстанавливает целостность, счастье, А когда целостность, я только гармонию. погрузилась, тебя считывала, то появилась информация, не сказала. Кандидат, что ты, Евгений Высоцкий, кандидат в свободные души. Мгм. Вот. И опять мне идет, что причина этого а, звука это нужно почистить вот эти глубокие проходы ушные, которые соединяют с ротовой М. полостью. Там же это идет регуляция давления через эти полости. Мгм. Понятно. Вот я марку такие проделала, а когда-то в молодости сама я делала всю бабушкину льняную простыню на всех родственников, покупала это, ну, истратила, порезала. Мгм. Потому что раньше они не продавались, а я делала льняную ткань, а моя бабушка ее ткала еще, прабабушка, и обмакивала в этот в натуральный воск расплавленный и делала такие трубочки. И детям, и взрослым, если температура там или что-нибудь, голова болит, сразу эти на все случаи жизни помогает. И вот мне тоже вот сейчас идет, что это нужно тебе на физике сделать, отрегулировать внешнее и внутреннее давление. Ага. Ну, да, хорошо, с этим тогда закончили. М, Мгм. Так, и вопрос такой остался. Да, Виктория, посмотри, есть ли какой-то ген, который включает рост новых зубов взамен выпавших? Идет слово девальвация. Это типа обесценивание, да? Да, по-моему. А мне идет, что это девальвация человеческой личности, субличности. О, субличности. Вот эти субличности, эти чужеродные энергии, маски, которые люди, ну, типа роли какие, или вот эти чужие энергии. А, я слышу потеря конфиденциальности личности. Мгм. Из-за этого, то есть потеря личностных границ, суверенности человеческой сущности, деградация привела к этому. Мгм. Так. И что, действительно, это как-то на гены, с генами связано, Виктория? Мне идет, что с генами связано все, даже наши мысли, слова, действия, все формирует генетическую информацию. Гены– это информация.
И наш Мгм. личный опыт, и опыт всего человечества, они, я вижу, взаимосвязаны очень сильно. И мне идет информация, что каждый личный, ну, опыт каждого личного отдельного человека, она встраивается в общую систему. Вот, А, Общее поле. ценностей, да, в общее Мгм. поле ценностей человеческой жизни, здоровья, гармонии, и что это взаимосвязанные вещи, и что же сейчас я посмотрю, если один человек вот хочет выращивать себе зубы, Мгм. может ли он повлиять на это? Я вижу, что вот это любое освобождение, оно тоже взаимосвязано и с общим полем человеческого сознания. И Мгм. оно очень сильно влияет. И чем больше людей идут своим чистым путем, а чистый путь– это как бы вернуться назад, к истоку. Это как человек заблудился, например, идет в лес, и чтобы найти свою дорогу, то там метки ставит. То чтобы прийти туда, откуда вышел, то нужно по этим знакам, которые я оставил, вернуться назад. А для человека вот эти метки, эти знаки– это как раз те контракты, которые человек заключил, вот эти искажения, ключевые какие-то узлы. То есть нужно как бы по ним вернуться, как вот сейчас с тобой произошло, да? То есть Да. проявился этот Гриша, который ам, вмешивался в твое личное пространство, а, Мгм. И я сбился с этого и ты пути. сбился М. с этого пути, да. Сейчас я Но вернулся назад, ты исправил. стал готов М. на это Мгм. посмотреть, от этого отказаться, потому что тогда был, я слышу, заслеплен любовью, да, то есть вот пелена стояла, Мгм. как бы, вот, а Понятно. сейчас ты стал как бы готов, ну, и человек, вообще-то совет такой, да, может быть готов всегда, когда не, не делает переизбыточного ожидания от чего-то, от кого-то. То есть всегда нужно два варианта. Ну, если будет так, то хорошо. А если не будет так, то это хорошо тоже для меня. Это для того, чтобы подсознание не билось головой в стену и в ту дверь, которая закрыта, а дать ему возможность выбирать лучшее. Мгм. Вот. Я тебя понял, да. Так, хорошо. Спроси у меня, могу ли я настроить свои гены м, на этот правильный путь, на... Ну, ты говоришь, можешь, но не сейчас. Показываешь Ага. мне часы. Мгм. Это как-то связано с этим кандидатом в свободные души? Да, Мгм. мы все кандидаты, кто ощущается по-настоящему. Мгм. Путь еще надо пройти, да? Сколько я по времени там показал? Спроси у меня, сколько мне Ты рассердился. Ты сказал, нисколько. сейчас, здесь и сейчас, да? Да, то есть это жизненный путь. Это не время Да, имеет значение. Имеет процесс. значение М. готовность. Да. Потому что ты можешь стать готовым через секунду. Мгм. Так. Хорошо, что мне мешает сейчас, спроси у меня,
Что еще хочу сделать для своего освобождения? Ты говоришь, что ты и так свободен. Хорошо. Просто иди. Тогда я благодарю себя за, за помощь, за труд, за нашу свободу, за нашу волю. Вы молодцы. Да. Спасибо за поддержку. Мгм. Спасибо тебе, Виктория. Тогда Пожалуйста. прощаемся со мной. Да. А, Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Побежал в припрыжку. Ты Отлично. же хотел детство освободить. Вот оно побежало. Мгм. Поднимайся, Виктория, максимально вверх и проверь твое Мгм. личное пространство. Все ли в порядке? Да, все чисто. Наполняйся твоими любимыми энергиями жизни, гармонии, света, как ты Мгм. хочешь. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическое пространство, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3.